Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И вот нашла я для вас, мои дорогие, вот такой бомбический весенний джемпер, который подойдет абсолютно всем на любой возраст и размер. Это действительно универсальная вещь. Она удобна тем, во-первых, что узор очень простой. Классика у нас с вами быстро свяжется. Подходит многим вязальщицам с любым уровнем мастерства, быстро свяжется, как я уже сказала, и я вам сегодня предлагаю его связать из очень хорошей, очень шикарной пряжи турецкого производства. В общем, я очарована этой пряжей, и об этом чуть позже. А сейчас давайте более внимательно посмотрим на узор и на конструкцию этого джемпера. Смотрите, девочки, приближаю вам узор. Вот смотрите, как он выглядит. То есть у нас с вами вроде бы такой простой узор, но вот эти ответвления с изнаночными петельками делают его таким каким-то милым и очень приятным, согласитесь. Прямо его каким-то делают таким прям интересным, да. У нас мало дырочек, да, вы видите. То есть хоть он и считается ажурным, но дырочек мало, и это подойдет людям старшего возраста, которые не любят большие вот эти вот все отверстия, да. Джемпер весенний, мы будем его вязать из полухлопковой пряжи, да. У нас с вами классический вариант. Вот по поводу спущенного рукава, знаю, что есть многие, особенно пожилые дамы, которые считают, что им не подходит такой конструктивный вариант. Я предлагаю вам связать его с окатом. То есть рукав с окатом, с проймой, как положено. Ничего сложного в этом нет. Вот. Ну, а тем, кто помоложе, конечно же, подойдет вот этот современный стиль. Смотрите, по спиночке у нас такой же узор идет, да. Сегодня мы с вами рассмотрим размеры 44, 46, 48, 50 и 52, 54. Вот такие у нас сегодня будут фигурировать с вами размерчики. Вот. Ну, узор, схему я, конечно же, нарисовала, вы это понимаете, да. У нас будет выкройка, и будем составлять с вами описание на вот эти вышеозвученные размеры. Я обосную вам каждую цифру, расскажу, как связать, и полноценная у нас будет инструкция по вязанию, совершенно бесплатная, которую я выкладываю всегда под видео. Так, что тут у нас еще? Ну, его, кстати, можно носить как на выпуск, так и под штаны, да, то есть под брюки, как сейчас это мода стала делать. В общем, девочки, очень современный, очень классический вариант и совсем такой прям эффектным узором связанный, который преодолеет любая вязальщица. Если вас все устраивает, если вам нравится эта моделечка, давайте, мои дорогие, посмотрим пряжу. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, мои дорогие, у нас вот такая будет использоваться пряжа турецкой компании Этрофил. По итальянской лицензии выполнена пряжа, изготовлена. Называется она Памуклу Бэби. Как-то вот так вот, Памуклу Бэби. Далее у нас идет, что здесь интересно, цвет у нас 70-743. Далее у нас идет в 100 грамм 260 метров. И в составе 55 органический у нас, 55% органический катон, 45 акрил. Вот такой шикарный состав. Пряжа безумно прекрасно смотрится в полотне. Вязать мне было из нее просто очень приятно. Она средней толщины, очень красиво, эффектно смотрится в узоре, вы видите, да, девочки?
просто шикарной скрутки. Я такую скрутку еще никогда не видела. Прям так туго-туго закручено. Одно удовольствие вязать, ничего не пушится, ничего не слоится. Далее спицы 3,5 я использовала. И наш узор вроде бы простой, а на самом деле очень эффектно смотрящийся. Выглядит вот таким образом. Показываю вам. Очень красиво смотрится узор. Девочки, свяжет начинающая мастерица. Совсем просто, и будет очень богатый джемпер смотреться. Очень богатый. На весну, на лето самое, что ни на есть, шикарная вещь. Толщина прям идеально подходит. Вот так пойти погулять вечером, да. Смотрите, цвета очень разные, красивые цвета, яркие, насыщенные, используются у этой фирмы. Этрофил, да. Вот такой вот у меня зеленый цвет есть, я вам показываю. Может кто заинтересуется. Такой нежно-зеленый салатовый цвет. Вот, и цвет у нее, знаете какой, 70-461. Так, как альтернативу сюда показываю вам пряжу. Не менее шикарная пряжа. Вот такая пряжа у меня есть как альтернатива. Alize Cotton Baby Soft. Шикарнейшая пряжа. Вы идеально попадете в плотность. Она, в принципе, чем-то похожа на ту, из которой вязала я. Тоже шикарно скручена, очень туго, видите, да? По толщине они, девочки, одинаковые. По толщине одинаковые эти ниточки. То есть плотность будет такая же. И по метражу, значит, по составу тоже полухлопок, видите, да? И по метражу 100 грамм 270 метров, видите. То есть здесь у нас было 100 грамм было 260, здесь 270. Вообще практически совпадает. Так, это вот как альтернатива. Показываю вам. Еще есть одна шикарная альтернатива. Это вот эта пряжа. Наоборот. Alize Cotton Gold. Такая пряжа у меня тоже есть в наличии. Она более бюджетная, но толщина у нее будет такая же. 100 грамм 330 метров. Плотность будет такая же, девочки, в принципе. Вот эта Alize, она такая у нас более экономичная, тоже полухлопок, 55% хлопок, 45% акрил. Она не дает такого шелковистости, как вот эта, например, пряжа. В ней нет этой шелковистости, сразу вам говорю. В ней нет шелковистости Alize Cotton Baby. Вот, она у нас более такая, знаете, структура у нее, ну, более на хлопок похож, такой прям чистейший хлопок, как будто бы, да, она не блестит, то есть нет в ней вот этой вот такой, как у вискозы, да, вот это вот как вискозовая смотрится вещь, да, такая, знаете, какая-то шелк, вискоз. А здесь более такой хлопок, я бы вот так сказала. Еще мне очень нравится вот этот цвет этой пряжи, Alize Cotton Gold. Цвет такой, знаете, прям редкий, очень. Такая чайная роза, я бы так назвала ее. Давайте я назову вам этот цвет. 446. Может быть, вы заинтересуетесь. Реально такой цвет прям сводит меня с ума. В общем, все, что я хотела вам сейчас сказала про пряжу, выбирайте, планируйте. Возможно, у вас есть свой какой-то вариант, более дорогой или более дешевой пряжи. Все пряжи, которые я вам сейчас озвучила, они все у нас бюджетные, недорогие. Очень легко их купить в любом интернет-магазине с пряжей. И давайте смотрим схему узора. Вот так выглядит у нас с вами схема узора. Пустая клеточка – это лицевая петля. Горизонтальная черточка – изнаночная петля. Кружок – накид. И такой равномедренный треугольник – это 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. У нас с вами мотив ажурный составляет 25 петель и по 3 изнаночные с 2 сторон он окружен. Так, и высоту это 18 рядов раппорт составляет.
Все я про это рассказала. Смотрим выкройку. У нас с вами вот такая будет выкройка. Здесь нет размеров, ничего страшного. Все детали вяжутся раздельно. Об размерах мы будем говорить в расчетной части. Обозначу вам ширину, длину, обосную вам любую цифру на данной выкройке. То есть все будет у вас хорошо. Девочки, не переживайте. И вот такое описание я выкладываю. Размерчики у нас будут сегодня 44-46, то есть немножко другие, но я исправлю. Это у меня заготовка осталась от старого. Так, мои дорогие, значит, посмотрите, вот такие у нас с вами будут размерчики. И вот такое у нас будет описание. Выложено под видео в виде текста. Очень удобно пользоваться и вязать. Начинаем мы вязать спицами номер 3 и переходим на спицы 3,5, вяжем узор. Этот узор мы с вами сейчас свяжем. Вот, и я думаю, расчет плотности вас ждет. Как я отпариваю образец, посмотрите, расчет плотности, посмотрите, как я делаю, и как я конструирую, да, то есть расчетную часть тоже посмотрите, если захотите вязать. Не поленитесь, обязательно обращаю ваше внимание на вертикальную плотность, ее обязательно надо считать и применять на практике. Поясняю, дело в том, что после стирки изделие вытягивается, и ваша длина может стать не той, которую вы планировали. Вот так вот. Так, ну а сейчас приступаем к вязанию образца. Итак, девочки, для вязания образца я набрала 33 петли. И сейчас раппорт у нас составляет 28 петель. У нас 3 петли для симметрии крайне левые идут и 2 кромочные. В сумме 33 петли. Вяжем с вами первый ряд узора. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сейчас будем вязать 3 петли вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельку меняю местами. Первая у меня за работой, вторая перед работой. И все 3 вяжу одной лицевой. Дальше вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. Далее вяжем 3 изнаночные и 2 лицевые. Раппорт связан. Осталось 3 изнаночные для симметрии. Кромочные тоже изнаночные. Все четные ряды у нас являются изнаночными, и мы будем вязать, как смотрят петли. Накиды вяжутся тоже изнаночными. И хотела бы я, девочки, сказать, что вообще сам мотив у нас занимает на самом деле 25 петель. 25 петель. Вот этот вот. Ну и с двух сторон вот он окружен у нас вот этими разрывами по 3 изнаночных. Вот. Имейте это в виду. То есть сам мотив это 25 петель. Давайте я, наверное, буду говорить не про раппорт, а про мотив. То есть приступаем к вязанию мотива. А сейчас вяжем самостоятельно второй ряд. Вяжем третий ряд. 3 изнаночные. И наш с вами ажурный мотив вяжем, значит, сейчас 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 петли в центре мотива вяжем одной лицевой. Значит, первую, вторую петельку меняю местами. Вторая поверх первой. И все 3 вяжем одной лицевой. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. И вяжем 6 лицевых. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Мотив связан. 3 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. Четвертый ряд, все петли, как они на нас смотрят, вяжем. Вяжем пятый ряд. Кромочная, 3 изнаночные. Далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 3 изнаночные. 4 лицевые. Мотив связан. И 3 изнаночные. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Седьмой ряд вяжем 3 изнаночные. Далее вяжем лицевые петельки, девочки. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. Делаем накид и еще 3 лицевые. 1, 2, 3. И теперь 3 вместе одной лицевой вяжем с выделением центральной петли. Далее опять 3 лицевые, накид и оставшиеся петли мотива лицевыми вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали мотив, 3 изнаночные. Кромочная будет тоже изнаночная. Так, связали, переворачиваем. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. Так, у нас с вами 9 ряд. Вяжем кромочная, 3 изнаночные. Вяжем лицевые петельки. Сейчас скажу 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Свяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем накид, 2 лицевые и 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Снова 2 лицевые, накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мотив связан. 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 11 ряд. Кромочная, 3 изнаночные. Далее у нас идут лицевые петли. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых, накид, 1 лицевая и 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Снова 1 лицевая, накид и идут лицевые петли. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мотив связан, осталось 3 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд вяжем кромочная, 3 изнаночные. И далее идут лицевые петельки. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, 3 изнаночные. Делаем накид и вяжем по центру мотива 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли.
Делаем снова накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. И опять оставшиеся лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мотив связан. 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Переворачиваем. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. Смотрите, 15, девочки, и 17 ряды у нас мотив, все петли лицевые вяжутся. Вяжем 15 ряд. Кромочная, 3 изнаночные. И сейчас идут 25 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 лицевых, 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. 16 ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. И 17 ряд вяжем точно такой же, как 15. И затем, девочки, у нас повтор раппорта с первого ряда. Вот такой несложный, в принципе, узор, но довольно эффектный, согласитесь. Итак, у меня связано 2 раппорта. И сейчас надо сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы сделать расчет плотности. Итак, делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем, тянем, тянем во влажном состоянии наше полотно. Распрямляем края также. Распрямляем края. Так, вот здесь у нас, смотрите, тоже надо выпрямить все это дело. Еще разочек давайте потянем. Это очень важно, потому что после стирки полотно вытянется. Что тогда с нами будет? Так, еще разочек. Все, в таком виде оставляем образец сохнуть. Итак, наш образец с вами высох, стал такой красивый, ровный, выпрямленный. И давайте с вами измеряем простой линейкой, расчет плотности произведем. Вначале по высоте, нет, вначале давайте по горизонтали. Итак, значит, измеряем ширину нашего образца. У меня 15 сантиметров ширина и 33 петли участвует в образце. 33 разделить на 15, плотность 2,2. Это по горизонтали. По вертикали теперь. Смотрите, у нас неровный край, он такой у нас закругленный, поэтому будем среднюю брать высоту. Значит, 14,5 в самой длинной части, да, и 13, ну, в общем, получается 13,5 берем. 13,5 возьмем с вами длину. И считаем, сколько рядов. Ну, у меня связано 2 раппорта подряд. То есть последний раппорт я 1 ряд не связала, но спицу измерила. Получается 36 рядов разделить на 13,5 сантиметров. Получим плотность 2,65. Вот такая плотность по, получается, высоте. Пишем в 1 сантиметре 2,65 ряда. Давайте приступим к расчетам. Уже знаем мы эти циферки важные. Вот так у нас выглядит выкройка, девочки, по которым будем сегодня расчет вести на следующие размеры. Российские сейчас называю, европейские будут в тексте под видео. 44-46, ширина спинки переда 52 сантиметра. 48-50, ширина спинки 57 сантиметров и переда.
и 52-54 с шириной 61 сантиметр. И плотность у нас с вами была определена 2,2, и я умножала эту величину на плотность по горизонтали и получала петли. 114, 126, 134 петли. Это по размерам. Вот я написала. Так, дальше смотрите. Ширину. Так, длину изделия я беру на все размеры одну 60 сантиметров. Это очень индивидуальная мерка, и вы должны ее под себя откорректировать. У нас у всех разный рост и разные предпочтения, поэтому я буду делать расчет по этой длине. Вы же немножко корректируете вот этот показатель. Вот от планки нижней до скоса плеча. Здесь надо будет вам откорректировать. В моем случае 48 сантиметров, и я сразу перевела с помощью вертикальной плотности в ряды. 48 умножить на 2,65. Это плотность у нас по вертикали. Получается 128 рядов. Так, дальше. Скос плеча у нас будет на высоту 4 сантиметра. Также перевела сразу в ряды. Это 10 рядов. Вырез горловины у меня на глубину по спинке составит 2 сантиметра, по переду 8 сантиметров. Ширина выреза горловины 20 сантиметров на первый размер, и дальше я увеличила на 2 петли. То есть у меня 20 умножил на плотность 2,2, у меня получилось 44 петли. И там далее 46, 48. И все, что осталось, это петли плеч. 35, 40, 43. Вы можете этот джемпер связать классическим вариантом: рукав с проймой и сакатом. Имейте это в виду. То есть я сейчас делаю то, что мы видим на картинке, но вы, конечно, включаете свое желание, свой творческий подход и немножко изменяете. Это несложно сделать, сами понимаете. Высота проймы у меня составляет 20, 21, 22 сантиметра, в зависимости от размера. Так, с этим все понятно, да? Как распределяем теперь узоры? Самое главное, самое интересное. 114 петель я распределила следующим образом. Раппорт узора у нас составил 20, вернее мотива, так скажем. Ширина мотива 25 петель, и между ними вот по 3 изнаночные идут. Видите, я нарисовала, у меня получилось, значит, 5 мотивов по 25 петель, и между ними 3 изнаночные. Все начинается с кромочной и сразу мотив. Затем 3 изнаночные, мотив на 25 петлях, 3 изнаночные, мотив и так далее. Это первый размер. Второй размер 126 петель. Здесь я добавила, девочки, 12 петель и распределила их следующим образом. Вы начнете с кромочной, и у меня, значит, здесь 6 петель и здесь 6 петель добавилось. Ну, симметрично, да, это логично. Начну я с 3 лицевых, затем сделаю 3 изнаночные и пойду вот так же вязать, как для первого размера, распределять петли. И заканчиваю я, девочки, 3 изнаночные, 3 лицевые, кромочные. Это для второго размера. Для третьего размера 134 петли, и вот такое у меня идет распределение петель. Смотрите. Значит, начну я с 7 лицевых. Ну, конечно, кромочная, 7 лицевых, 3 изнаночные. Дальше идет 5 мотивов по 25 между ними, 3 изнаночные, да. Заканчиваю 3 изнаночные, 7 лицевых, кромочная. Понятно, да? Вот таким образом я планировала бы и рекомендовала бы вам распределить мотивы. Вы можете добавить, убавить петли в зависимости от своих желаний и предпочтений. Вот, это несложно сделать. Как сформировать скос плеча, как сформировать, оформить вот эти вырезы горловины, я подробно сейчас рассказывать не стану. Вы все это прочитаете, на какой высоте начинаем, как последовательно закрываем петли, как закругляем петли. Все это будет у нас
в описании под видео выложено в виде текста. То есть там полная инструкция идет всех ваших действий. Здесь я просто поясняю, откуда я брала эти цифры в инструкции. Дальше идем к рукавчику. Начинаем мы так же, как спинку и перед, снизу вязать, снизу вверх. И у нас планочка, так же, как и здесь. Вот видите, я 8 сантиметров написала, здесь 10 у рукава. Резинка 2 на 2 или 1 на 1 по желанию. Любой набор петель, то есть тоже как вы предпочитаете, любой абсолютно. Так, у рукавчика по низу будем набирать 45, 47, 49 петель. Распределяем петельки вот таким образом, девочки, смотрите. Вот 45, значит, кромочная, 6 лицевых, 3 изнаночные. По центру идет наш мотив на 25 петлях, опять 3 изнаночные, 6 лицевых. Да? Ну и в зависимости от размера там идет 7 лицевых и 8 лицевых. Справа и слева, соответственно. Так, ну и далее. В верхней части рукава, в зависимости от размера, вот по ширине 20 у нас идет пройма, значит на 2 увеличиваем, и еще на плотность 2,2 умножаем. Получается, нечетное должно быть число 89, 93, 97 петель. Так, и нам очень резко надо по скосу будет прибавлять в каждом втором ряду. Для первого размера прибавим 44 петли, для второго 46, для третьего 48 петель. Прибавки будут идти очень часто в каждом втором ряду. Дальше. Длину рукава я планировала 46 сантиметров. Это очень индивидуальная мерка. Можете ее изменить под себя. То есть здесь вот у меня, это мне требовалось для скоса. Здесь у меня скос, значит, 36 сантиметров, и это сразу я перевела в ряды 96 рядов. Ну, то есть я умножила на плотность по вертикали это число. 96 рядов я делила на 44, и получалось число 2. То есть вот по таким образом я узнала промежуток, интервал, через который я буду производить прибавки. Прибавки делаются одновременно с двух сторон, вы знаете, да, симметрично и одновременно. Все, мои дорогие, вот все, что я хотела вам предложить услышать по расчету. Желаю вам удачи, связать это все. Еще раз подчеркиваю, текстовое описание того, что вы услышали, вы увидите под видео. В виде текста открывайте внизу на компьютере, есть вот такой треугольничек. Вот вы на него накрываете, такая галочка, да, или перевернутый треугольничек. Открываете его пальчиком, и у вас открывается вкладка. И там большой такой инфобокс, в котором все вы увидите в виде текста.